Добрый день, мои любимые! Вы на канале Таро и Леди. И давайте сегодня посмотрим, сделаем расклад карт Таро. 3 колоды, 3 варианта. Вот такое. Что меня ждет в ближайшие 10 дней в жизни значимого? Что вот по судьбе должно произойти? Если надо, в конце сделаем коррекцию, как обычно. Обратимся к высшим силам, к силам рода, к ангелам-хранителям, чтобы убрать все неприятности, препятствия, которые покажет расклад карт Таро. Итак, у нас есть 3 колоды, выбирайте одну. И первая, вторая, третья. И будем смотреть. Так. Первая колода для тех, кто выбрал, леди мои, которые выбрали первую колоду. Смотрим, что в жизни произойдет в ближайшие 10 дней. Ближайшие 10 дней это не с даты выхода видео, это с момента того, как вы нашли, вам попалось это видео. Да? Итак, смотрим. Ну, мы видим какой-то мужчина, король мечей, появится в вашей жизни или проявит себя как-то. Ну, давайте дальше разбираться. Да, это будет очень хороший знак на появление этого мужчины. То есть это или мужчина, который у вас уже есть, и он как-то вот так вот позитивно изменит вашу жизнь, то ли изменит отношение к вам в лучшую сторону, то ли это появление нового мужчины в вашей жизни, но однозначно это сумасшедшие хорошие перемены. Солнце по переменам один из лучших знаков. Да, смотрите, нам показывают чувства. То есть с этим мужчиной вы снова ощутите все радости. Этот мужчина будет переполнять вас в эти 10 дней какими-то радостями. Возможно, это физические радости, возможно, это духовные радости, да. По ощущениям радости, радость любви. Как-то так замечательно у нас все выходит. Что дальше? Да, этот мужчина показывает, будет привязан к вам. Да? То есть состоится та связь, которой вы давно мечтали, которой стремились, даже если она была, да, если вы уже в этих отношениях с этим мужчиной, то произойдет именно духовная связь, карты показывают, да, то есть вы ощутите, что вы единое целое. Ну, просто бежать он к вам будет, просто замечательно. Просто стремиться к вам, вот это единственное его желание, которое будет в этих днях, то есть у вас будут настолько гармоничные отношения, да. Ну, также эта карта может показывать, если он где-то издалека находится, то он или приедет, или каким-то образом будет чаще с вами слышаться, видеться. Ну вот, Верховная Жрица нам говорит о том, что это как расклад общий. У каждого по-разному будет протекать, как он проявится в жизни. Но это именно, вот вы видите, судьбоносный ваш мужчина, для тех, кто выбрал первую колоду. Судьбоносный мужчина, и что он вам принесет, давайте посмотрим. Вы уйдете с ним от всех проблем, от тех невзгод, которые были у вас в жизни. То есть просто вот так вот выдернет вас из
унылой какой-то жизни, да, или если это у вас уже старые отношения, да, ну как старые, долгие отношения, которые имеют какие-то проблемы или, может быть, не настолько яркие, как были, то именно такие перемены в лучшую сторону произойдут в этих отношениях. Давайте еще посмотрим. Дурные мысли. Давайте посмотрим, к чему дурные мысли. Ну, карты говорят, что все дурные мысли по отношению к этому человеку нужно гнать. То есть этот человек реально вам по судьбе. Этот человек хочет взрастить с вами отношения, прилагает усилия для того, чтобы их растить, да, и финансовые усилия, и моральные усилия. То есть отбрасывайте дурные мысли и концентрируясь на счастье. Да, вот смотрите, семья, дети, собака, праздник, материальный достаток. Вот что несет этот мужчина, да. А дурные мысли уйти должны. Уйти дурные мысли, дурные разговоры, которые вокруг вас. Там может быть и ваши мысли, это могут быть его мысли, там могут быть мысли окружающих о вас. Все плохое должно уйти стороной. Давайте итоговую карту посмотрим. Ну вот совет карт такой, что уберите те преграды, которые вы ставите перед собой. Вы не хотите открываться этому прекрасному будущему, да, нужно убрать, да, нужно себя как бы не так, чтобы каждый мужчина топтался, да, в вашей жизни, скажем так, по вашей душе, по вашим эмоциям, оставлял какие-то там следы. Но именно в эти 10 дней мужчина тут, который проявится, с которым будут романтичные отношения, это мужчина, которого нужно принять, убрать немножко свою гордыню, свою такую охранную, скажем так, позицию и убрать дурные мысли. Вот о чем говорят карты. Давайте для коррекции берем дурные мысли. Уберем то, что вы так вокруг себя заборчик сделали, да, а в общем, ну, еще дурные мысли других и остальные другие мысли вот сюда отложим, да, и поработаем в конце расклада. А вообще сам расклад замечательный, замечательные новости, замечательные события на 10 дней ближайшие. Так, хорошо. Давайте теперь для тех, кто выбрал вторую колоду, посмотрим, что будет в ближайшие 10 дней. Что будет у леди в ближайшие дни? Покажи мне. Деньги какие-то. Неожиданные деньги, притом деньги от зрелого мужчины. Это может быть и какой-то спорный вопрос решится, да, в вашу пользу с деньгами. Это может быть и как повышение зарплаты. В некоторых это даже может отыграться как какое-то наследство или помощь от родственников. Но почему-то, то есть известие об этих деньгах будет, но сами деньги будут идти медленнее, чем вы того бы хотели. По умеренности, говорит. По умеренности. Медленно по умеренности. А вы почему-то находитесь в ограниченном состоянии, даже не можете повлиять на эту ситуацию. Деньги вам крайне нужны, это ваш выход. И что? Да, как-то то ли родственники, то ли друзья, то есть какая-то компания, скажем так. То есть не один человек в этих деньгах вам поможет или, будет участвовать в этих деньгах.
Плюс помощь еще какая-то денежная. Видите, у вас финансовый вопрос на первом плане. Да, вы разбиты, вам необходим сейчас финансовая помощь, очень необходима. Из-за какой-то ситуации, в которой вы находитесь, тяжелой, вам необходима финансовая помощь. И она идет, но медленнее, чем вы хотите. Она будет. Ну вот как-то так. Или депрессия у вас, может быть, это даже показывать болезнь какую-то, а может предательство. Предательство, вам сейчас необходимы деньги. И что будет с деньгами? Да, действия нужно предпринять. Нужно ускорить этот процесс. Какой-то совет вам даст мужчина. Мужчина даст совет, как воспользуйтесь им, как ускорить этот процесс с деньгами, чтобы финансовое положение наладилось, и у вас не болела голова. Давайте итоговая карта. Да? Ну, все срастется. Все будет хорошо. Надо чуть-чуть подождать. Все уже оговорено, но вопрос только времени. Давайте посмотрим, что нужно убрать из этого расклада. Ну, однозначно мы убираем ваше состояние, поработаем над ним. Почему вы такая разбитая? Давайте уберем это ограничение, состояние, депрессия. Ваше, ну вот просто болезненное состояние, да, из-за этой всей ситуации, о помощи, все это оставим. У нас получается замечательный расклад, будет помощь, пусть медленная, но по умеренности, помощь от друзей, совет какой-то от мужчины, и все закончится хорошо. Эти карты оставляем. Так, теперь давайте смотреть на тех, кто выбрал третью колоду. Что у них в жизни в ближайшие, что у вас в жизни в ближайшие 10 дней? Сконцентрируйтесь. Давайте посмотрим, что в ближайшие 10 дней. Ну, какая-то у вас сейчас оборонительная позиция. Защищаете вы себя. Защищаете от того, что происходит вокруг. Вы вынуждены это делать. Вы вынуждены свой дом самостоятельно защищать. Себя, свой дом, свою семью. Много эмоций у вас это вызывает, далеко не хороших. Переживаете вы по этому поводу. Удастся у вас защитить себя. Какую-то такую позицию в обществе занять, в семье занять. То есть вы отстаиваете ярко свои позиции. Да? Иллюзии какие-то люди придумывают про вас. Вокруг вас какие-то одни иллюзии или обман. Кто-то вас обманул или что-то пообещал, не сделал. Так карты падают. Да, карта обмана. Обман какой-то состоялся. Вы переживаете из-за какого-то обмана. Что-то произошло не так. То есть или что-то пообещали, не сделали, или просто предали. Или просто отвернулись, не оказали помощь. То есть оказалось, что это все иллюзии, то, что обещали. И что, и чем закончится. Десятка пентаклей. Это очень хорошая материальная карта. Да, вы императрицей падаете. То есть и материально, и морально, и все. Вы выйдете из этой ситуации. У вас получится себя защитить. Свою честь, свое достоинство, свой достаток. Вы не зря тут поняли о том, что это обман. Это может даже говорить о том, что вам предлагают какие-то обманы, да? Что-то, в чем-то поучаствовать. Но это окажется обманом. Да, ну вот. Деньги к вам идут.
семье будет неплохо. То есть какие-то за эти 10 дней очень, или праздник какой-то будет, или вы сами его устроите. Очень приятные дни будут. Времяпровождение в семье. Да, но это все нужно защищать. Вот опять карты говорят. Кто-то нехороший что-то замышляет против вас. Завидует вашему достатку, вашей прекрасной семье. И что делать? Ну, говорят, нужно сесть и подумать, кто это, для чего это делает. Внимательно быть в этих 10 дней. Да, остановить его действия. То есть не подвергнуться, вот опять у нас Луна, обману. Вот тому обману. То есть карты предупреждают о том, что для того, чтобы было все хорошо в семье, с деньгами, вам, да, нужно внимательно остановить этот обман. Предупреждение такое. Вот просто убить этот обман. Ну вот, буквально. То есть очень внимательно. Ну, давайте итоговая карта, совет карт. Очень взвешенные решения принимайте. Какие-то судьбоносные у вас сейчас решения, в которых вас хотят обмануть. Да, вам нужно защищать себя, свои деньги, свою семью, свой достаток. И очень взвешивать перед тем, как принимать решения. Вот такая ситуация на сейчас. Давайте уберем обман, поработаем, да, чтобы вы могли его разгадать. Иллюзию. Оборонительная позиция вам не помешает. Достаток, семья, все хорошо. Да, думать будете. Ну, да, вы остановите, видите, получается, остановите обман. Итак, давайте сейчас сделаем коррекцию с теми картами, которые мы отобрали. Заберем обман, заберем, так, из первого расклада мы уберем плохие мысли и ваша отреченность от того, чтобы двигаться к новым отношениям. Из второго расклада заберем все ваши ограничения, связанные с финансами, ваше тяжелое положение. Из третьего уберем обман, который планируют. Так, обратимся, девочки, к высшим силам, к ангелам-хранителям и к силам вашего рода. Так, приступим, чтобы это все минимализировать, особенно если это не по судьбе. Так, ищем карту Верховного Суда и карту мира. Так. Сосредоточились, пожалуйста, девочки, вспомнили всех святых, с которым вы молитесь, ангелов-хранителей, всю силу вашего рода. А вот чувствую, у большинства девочек очень серьезная сила рода, тех, которые в этом. И они как раз вас уведут от неправильных действий. Так, секундочку. Начинаем. Обращаемся к высшим силам, к силам рода, к ангелам-хранителям. Пусть все хорошее беспрепятственно проявится в жизни у всех, кто смотрит это видео. Просим убрать все препятствия, которые показал расклад карт Таро. Просим, чтобы все мечты сбывались, чтобы жизнь стала счастливой, чтобы вы любили и были любимыми, чтобы всегда были деньги и чтобы их всегда хватало, чтобы не было затруднительных ситуаций. Убираем все препятствия по Верховному суду. Если это не по судьбе, просим открыть новый путь. Да будет так. Так, девочки, не забываем в комментариях писать «да будет так».
И сейчас мы посмотрим, получилось ли у нас убрать препятствия, которые показал расклад карт Таро. Если нет, то повторим. Получилось. Покажите карты, расклад Таро. Получилось ли у нас убрать препятствия из расклада Таро, который я показал. Так. Смотрим. Ну, вообще прекрасно. Счастливая жизнь мчится. Да, что смогли, мы убрали. Об этом карты говорят. Прекрасно сегодня закончился расклад. Благодарю всех, кто мне помогал с этим. Подписывайтесь, лайкайте, если вам интересно. Ваша Луна.